На любом кулинарном канале должно быть видео про стейк, и, конечно же, мой не должен быть исключением. Но так как у меня на канале есть определенная тематическая направленность, сегодня мы будем готовить стейк так, как готовят его в странах Юго-Восточной Азии. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, сегодняшнее блюдо — это обычный стейк, но с небольшими нюансами. А именно то, что мы будем готовить к нему еще очень простой, но вкусный соус. Часто в кафе по азиатской кухне можно встретить это блюдо под названием как рисовый боул с говядиной, либо стейк с рисом по-японски. Но по факту это всего лишь обычный стейк, который подается с рисом и который жарился без участия розмарина или тимьяна. В общем, рецепт очень простой, и перед тем, как мы начнем, обязательно после просмотра этого видео подпишись на канал, если еще не подписан. Ну а если понравилось видео, то поставь ему лайк. Мне будет очень приятно, и это очень поможет продвижению канала. Ну а мы начинаем готовить. На экране вы видите все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу и делаем скриншот. Либо спускаемся в описание под роликом. Там этот список тоже есть. А также ссылочка на мой телеграм-канал и инстаграм. Итак, перед тем, как мы займемся мясом, нам надо сначала подготовить соус. Берем глубокую миску и вливаем туда 3 столовые ложки соевого соуса. После этого добавляем 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку соджу или саке, ну либо сухого белого вина, и 2 столовые ложки обычной воды. И далее хорошо перемешиваем, пока не растворится весь сахар. Следующим шагом подготовим чеснок. Его надо просто раздавить. Измельчать не нужно. Добавлять мы его будем в процессе жарки стейка. И разбиваем его, чтобы он лучше в процессе отдавал свой вкус. Ну и наконец мясо. Я купил стейк рибай. Но сюда отлично подойдут и другие виды стейков. Лично я рекомендую стрип-лойн, он же Нью-Йорк, пиканья, либо чак-ролл. Все, что вам нужно сделать с мясом, это немного его посолить. Обычно его еще натирают черным перцем, но это уже по вкусу. Друзья, очень важный момент. Если вы хотите получить хорошую и правильную степень прожарки, ту, которую вы хотите, то необходимо, чтобы стейк был комнатной температуры. Обычно производители пишут на своих этикетках, что вынув мясо из холодильника, надо подержать его при комнатной температуре примерно полчаса. Но это неправда. Ни один кусок мяса не успеет прогреться за такое короткое время. Поэтому, по-хорошему, он должен полежать 1,5, а то и 2 часа. Это очень важный момент. Итак, включаем плиту и разогреваем сковороду. Сковороду нужно хорошо разогреть. Желательно, чтобы сковорода была стальная или чугунная. Но если у вас обычная алюминиевая, старайтесь тогда жарить на сильном огне, чтобы она при контакте с мясом не успевала остыть и мясо жарилось, а не тушилось, выделив из себя сок. Добавляем растительное масло. Да, вы не ослышались. Так как мы будем готовить следом соус, то масло мы добавляем в сковороду, а не просто обмазываем им стейк. Как сковорода хорошо будет разогрета, выкладываем жариться мясо. И сразу же засекаем время. Обжаривать мы будем до степени прожарки medium или даже medium well. Поэтому жарим по 3 минуты с каждой стороны. Друзья, степень прожарки выбирайте на свой вкус. Лично я люблю medium и medium rare. Однако мой кусок достаточно толстый, толщиной примерно в 2 моих пальца. Вдобавок, рибай сам по себе весьма мраморный, в нем очень много жира. И при прожарке medium и medium well этот жир успеет расплавиться и не испортит вкус. Есть сырой жир в стейке не очень-то приятно, поэтому следите за мраморностью и подбирайте прожарку правильно. Итак, 3 минуты прошло, переворачиваем стейк на другую сторону. И жарим также 3 минуты. Спустя 1,5 минуты добавляем сливочное масло. Можете часть размазать по мясу, а другую кинуть прямо в сковороду. Также добавляем раздавленный чеснок. Можете поливать мясо получившейся жидкостью. Обычно сливочное масло при таких температурах начинает гореть и сильно дымиться. Но так как мы добавили в сковороду растительное масло, этого не происходит. 3 минуты прошло. Теперь по 30 секунд обжариваем стейк с краев. Как только это сделали, убираем его в тарелку и даем ему отдохнуть примерно 5 минут.
Это очень важный момент. Стейк в это время еще готовится, и по нему расходится мясной сок. Если мясо сразу нарезать, то из него этот сок вытечет, и стейк будет сухим и невкусным. Не пренебрегайте этим правилом. Итак, теперь пока мясо отдыхает, мы быстро сделаем соус. Вливаем в сковороду нашу заготовку под соус. Выглядит немного экстремально, но вы не пугайтесь. Приберите немного огонь и регулярно помешивайте пару минут. Он начнет немного густеть и карамелизоваться. Соус готов. Можете перелить его в чистую миску, предварительно убрав чеснок. Мы получили от него все необходимое. Итак, мясо отдохнуло, самое время его нарезать. Нарезаем на тоненькие пластинки. Обратите внимание, какое оно красивое внутри. Легкий розоватый оттенок говорит о том, что у нас идеальная прожарка степени медиум. Сочный, вкусный, идеальный стейк. А теперь подача. Берем глубокую тарелку, выкладываем сначала красиво листья салата. Потом кладем на дно равномерно отваренный рис. Ну и сверху красиво выкладываем друг на друга куски мяса. Теперь можно подавать на стол. Полейте обильно приготовленным соусом и приятного вам аппетита! Друзья, сразу вас предупрежу, что этот соус сладковатый. Что-то среднее между соусом кальби и терияки. На мой взгляд, это идеальное сочетание с мясом. Что-то вроде соуса барбекю, но не барбекю. Потому что есть характерный азиатский оттенок во вкусе. В Японии это блюдо называют сутеки дон. В Корее это пульгоги стейк топ-пап. Правда, здесь не хватает кунжутного масла в соусе, чтобы полноценно называться пульгоги. Кстати говоря, можете рис полить кунжутным маслом. Будет очень вкусно. По поводу прожарки мяса. Существует много способов поймать необходимую вам степень. Потому что куски мяса бывают разные по размеру и по качеству. Отсюда и разные методы их приготовления. Кто-то, например, обжаривая стейк всего лишь по 1,5 минуты с каждой стороны, а уже потом доводит его до готовности в духовке. Поэтому, исходя из своего личного опыта, я уже примерно знаю, сколько мне нужно времени, чтобы добиться той или иной прожарки. Однако самый верный способ не ошибиться – это использовать специальный термометр, который замеряет температуру внутри мяса. Почитайте в общем о прожарке стейка, там целая наука. Имея всего лишь представление о которой, вы очень быстро научитесь жарить свой идеальный стейк. В общем, спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, оно вам очень понравилось. Если да, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. В комментариях поделитесь своими впечатлениями, а также напишите, как вы готовите стейки и какая степень прожарки нравится вам. Очень интересно почитать ваши предпочтения. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Обязательно гляньте другие мои ролики. Ну и всем пока.